вот наш номер. Здесь мы остановились в Мурманске. Здесь прикольная кровать с разными морскими элементами, типа якорь, штурвал, компас. Вот. Здесь тоже якорь, а здесь спасательный круг. Здесь, конечно же, звезды. В общем, все здесь говорит о том, что мы у моря. Вот, посмотрите, даже у шкафчика, здесь, видите, шкафчик, это маяк. Маяк, какая-то яхта, домик, чайки. Очень забавно. Вся атмосфера в этом городе говорит тебе море, порт, море, порт. И мы здесь провели ночь, сейчас собираемся, вот наши вещи, вот это мои вещи, Юлины вещи. И можете посмотреть, как одета Юля в Заполярье. В Заполярье, да. Да, это в Заполярье. На самом деле мы взяли с собой огромное количество теплых вещей, просто тонны теплых вещей. Да, зимние куртки, что еще? Свитера. Свитера, что еще? Теплые колготки. Да. Шерстяные носки. Термобелье. Да, ну как бы вот. Да, но по факту мы ходим в футболке, иногда одеваем что-то сверху. То есть сейчас здесь теплее, чем в Москве. Ну, по крайней мере, вчера в Москве было плюс 19, здесь плюс 21. Ну и давайте я вам покажу немножко вид из окна. Главное, не выпасть из окна. Вот он. Чу-ху-ху-ху-ху. Это наш вид из окна на Мурманск. Вот. Там мы припарковали машину. Где-то вот там она стоит. Надеюсь, что еще стоит. Ну и сейчас мы собираемся. И едем на Териберку, друзья. На Териберку. Что, мы едем на Териберку, и до этого дорога была хорошая, но последние 40 километров это вот такая вот дичь, полное бездорожье. Ну, это, конечно, дорога, но здесь очень тяжело проехать. Вернее, едешь медленно просто, много ям разных, песка. Но посмотрите, это тундра, черт побери, это тундра, северная тундра Кольского полуострова. Короче, конечно же, нельзя просто так доехать из одной точки в другую. Что случилось? У меня пропал холостой ход. Перестал просто он быть. Вот нет холостого хода, и все, машина заглохла. Даешь газу, она едет. Если газ не даешь, она глохнет. И у меня всегда была проблема с вот тут одной трубочкой. Она иногда выпрыгивала, но сейчас она вообще расплавилась, потому что это Кольский полуостров, это Заполярье, здесь все плавится. И еще у меня, посмотрите, у меня выпрыгнул аккумулятор, вот, оператор, покажите вот здесь, вот, видите, он должен быть здесь зафиксирован, но он выпал, и вот так вот болтался, поэтому, потому что очень сильно трясло, сейчас будем ремонтировать. Териберка, блин, только мы пропустили поворот. Фух, вписались. Ладно, нормально. Обалдеть. Здесь даже начался асфальт. И вот оно, село. Здесь есть две части. Новая Териберка и старая Териберка. Вот это старая Териберка. Новая Териберка в другой стороне. Мы сначала посмотрим на старую Териберку и поездим здесь по горам, подъедем к Баренцеву морю. Ну, фактически вот уже вот эта река Териберка, она тоже выходит в Баренцево море. Фактически это уже почти край света. Просто безумие. Мы доехали.
Мы в Териберке. Да, мы доехали до Териберки. Тут офигеть как много людей. Просто как будто, ну, не так, чтобы, конечно, прям офигеть как много, но очень много людей здесь поставили палатки, жарят шашлыки и просто отдыхают. Вот, а, собственно, Баренцево море вот там. Но мы к нему еще подъедем, мы будем ехать и вот на ту сторону, и на ту сторону тоже. Но сейчас мы просто хотим чуть-чуть отдохнуть, здесь посидеть, погулять по старой Териберке, и потом поедем в новую Териберку. Вот это старая Териберка. Можете посмотреть, здесь в основном заброшенные дома. Мы сейчас здесь пройдемся и вам все покажем. Здесь на самом деле люди уже практически не живут. Ну, мало здесь жилых домов. В основном стоят такие заброшки, заброшенные дома, видите? Вот, есть такие побольше заброшенные дома, есть такие поменьше, а есть совсем маленькие заброшенные дома. И школа, больница и вся цивилизация, она находится вот там, можете посмотреть, здесь видно. Это вторая часть Териберки, вот там. Она называется Ладейная. Ладейная. И там как раз есть вот школа, больница и все остальное. Но нам друзья посоветовали обязательно попробовать в Териберке хлеб и пиво. Местное териберское пиво. Тут есть пивоварня, она называется Арктическая пивоварня. И даже я, человек, который вообще не любит пиво, должна попробовать арктическое пиво. Да, я тоже хочу попробовать арктическое пиво. Это звучит очень круто. Ну и вообще тут, конечно, забавное ощущение. Ты в Заполярье, на берегу Баренцева моря, но все ходят в купальниках. Загорают. Вон, посмотрите, как одета Юля, да? И да. Мне жарко, мне жарко. Некоторые, ну, мало людей в воде, наверное, вода холодная, но на пляже много людей загорает, как будто бы ты приехал на юг, а не в Заполярье. Мы искупаемся тоже обязательно. Обязательно в Баренцевом море. Да, пойдемте пройдемся по Териберке. В советское время здесь ловили рыбу. Это был город с рыбным промыслом. Здесь занимались рыболовлей, рыбалкой. Но потом весь центр рыбной ловли переместился в Мурманск. И интересно, что до 2000 года Териберка это был закрытый объект. Сюда нельзя было просто так пройти, потому что здесь приграничная территория. Территория рядом с границей. Но сейчас это вот такое популярное место для туристов. И кажется, Юль, я вижу пивоварню. Смотрите, мы нашли пивоварню. Это пивоварня. Пивоварня «Арктическое пиво». Мы взяли териберского пива. Териберское. 1,5 литра. Териберское, местное. Еще нам сказали, что в Ладейном, это там, где новая Териберка, нужно обязательно купить хлеб. Мы уже знаем, что там есть пекарня и где она, и обязательно купим там хлеб. Это точно. Черт побери. Да, хлеб лучше, чем пиво. А вот это моя машина. Ну, вернее, такая же машина, как у меня. Так грустно на это смотреть. Просто грустно. А вот еще одна машина. Это Волга. И она тоже грустная. Прям... Да. Это местная достопримечательность кладбище кораблей. Здесь реально много кораблей, старых кораблей. Более того, я стою на огромном корабле, который
Вот видите, корабль, который просто врос в землю, стал частью земли. Давайте пройдемся, посмотрим на этот корабль. Хоп, хоп. Так, что, Юль, как тебе на корабле? Довольно жутенько. Жутенько? Да, потому что доски прогнили, и ты, когда идешь, иногда наступаешь и чувствуешь, что что-то куда-то там прогибается. Да. Вот мы в Новой Териберке, и мы уже минут 15 пытаемся найти местный хлеб и купить, но туристы уже раскупили весь хлеб, и его нет. Но вот так выглядит Новая Териберка. Вот это школа, вот там такой мощный дом, вот там вот жилой дом, а это детский сад. Вот в этих домах мы пытались купить хлеб. Вот там магазин находится, но хлеба уже нет. Весь хлеб раскупили. Вот этот новый дом жилой, где живут люди. А с этой стороны старый дом, Макс, где уже не живут люди. Мы добрались до Баренцева моря! мы на Баренцевом море, на самом-самом севере. Заполярье, Баренцево море. Ау. Да, единственное, что напоминает о том, что мы находимся на лютом севере, это что, Юля? Это огромная куча насекомых, которые кружат вокруг тебя и пытаются тебя съесть. Да, это правда. Пока они пытаются съесть нас, мы пытаемся съесть скумбрию холодного копчения. Это здесь местная рыба, и мы ее купили, и она довольно вкусная. Вот так она выглядит. Ну, может быть, Не очень презентабельно. может быть, не очень аппетитно, да, где вот. Может быть, не очень аппетитно, но это достаточно вкусно. Угу. Солененькая. Ну и, конечно же, арктическое пиво. Арктическое пиво с видом на Арктику, друзья. Баренцево море. Почти Северо-Ледовитый океан. Просто посмотрите, полюбуйтесь на это. Солнце жарит. Просто сжигает все вокруг. Горы, скалы. Пляж. Вот этот пляж. Я очень хочу пойти сюда купаться. Мы сейчас с Юлей здесь сидим. Кстати, смотрите, на каком прикольном месте мы сидим. Ты сидишь вот здесь, а тут уже и можно свалиться. Итак, мы идем купаться в Баренцевом море. Отвратительно. Это просто отвратительно, да? Холодеть! Это что за Северо-Ледовитый океан? Ты что, охренел, что ли? Ура! Жесть! Белое море погребено, в Баренцевом В море. Белом море было тепло. Не холодно. Воздух теплый. Ура! Хочешь это выкладывать куда-то? Подожди. Итак, Юля танцует крабедансия. Это крабедансия. Если тебе грустно, то танцуй как крабик. Если тебя заедают комары, то танцуй как крабик. Супер. Моя первая форель пойманная. Смотрите, какая форелька. Ух. Это круто. Там есть озеро небольшое. Я несколько раз закинул спиннинг и вижу,
Форель схватила. Юля только что вернулась из магазина и купила тилиберский хлеб. Посмотрите, вот так выглядит правильный хлеб. Это белый. И послушайте этот звук. Да, хлеб пекут вот тут в соседней пекарне, и за ним утром приходит весь поселок. Я сейчас стояла в очереди, первый раз в жизни за хлебом в очереди. Передо мной было 8 человек, за мной было еще 4, и все берут там 1, 2, 3, 4 батона хлеба. Угу. Это буханка. Буханка. Да, Извините. это буханка хлеба. В общем, очень вкусный, А хрустящий. еще пирожочки. Пирожочки, да, просто вы послушайте этот хруст. Я тоже хочу. Дай мне хлеб. Давай, похрусти. Очень вкусно. Ну, а мы едем в Мурманск, так что, и потом едем уже обратно, друзья. Так что до встречи в следующем ролике. Мы поехали готовить нашу форель. Ом-ном-ном.